Всем огромный привет, меня зовут Ксения, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я покажу вам мастер-класс по плетению многослойного кружева. Я думаю, уже многим надоели плоские схемы, которые выходили у меня последние 2 месяца. Я решила немножко разбавить, все-таки весна, нужно что-то новое вносить и решила вам сплести очень яркую и сочную работу. И вот такая интересная красивая брошь-клубничка сплелась у меня буквально за один вечер. Естественно, схему вы можете менять по своему усмотрению, вы можете сделать из них как серьги, так и брошь, можете сделать колье, либо скомбинировать, но я решила остановиться именно на брошке. Ну что же, давайте уже приступим к плетению. Итак, для работы нам понадобится, естественно, пара челноков, а также нитки, из которых мы будем плести работу. У меня, посмотрите, в 2 оттенках имеется вот эта бобина Love 86L, использовать их я буду в 2 сложения, и капрон. Он достаточно тонкий, я его буду использовать в 1 сложение, и в принципе при комбинации у меня получается одинаковая толщина. Я рекомендую брать именно несколько оттенков для того, чтобы создать объемную работу, чтобы она выглядела у вас более интересной. А также для работы я буду использовать разного оттенка бусины. У меня будут вот такие 6-миллиметровые, их нам понадобится буквально 1 штука. Также нам понадобятся вот такие красные, это уже 4 миллиметра. Я использую еще вот такие вот граненые бусины, но они в виде капельки. Сшиваются они вдоль, поэтому их будет удобно расшить в работу. Первым делом нам понадобится сплести 2 одинаковых мотива, которые будут состоять из колец и дуг. Поэтому для начала мы связываем 2 кончика нити. И для себя я также решила, что капроном я буду плести колечки, а основу я сплету дуги, то есть лавсаном, потому что лавсан обладает большей жесткостью, нежели капрон. Плетем первое колечко, 11 пико 11. Естественно, не забываем заправлять кончик нити в начале работы. Колечко после этого затягиваем. Старайтесь затягивать максимально туго. И вот посмотрите на результат. Далее мы меняем челноки местами. И теперь уже будем плести лавсаном. Плести мы будем дугу. Дуга у нас будет состоять из 15 полных узелков. Также не забываем, что в начале работы мы обязательно заправляем все хвостики. После того, как ваша дуга готова, обязательно хорошенько ее подтягивайте. И теперь мы переворачиваем работу и начинаем плести следующее колечко. Вот посмотрите, готовая дуга. Еще пока не сильно видно разницу в оттенках, но я думаю, на камере и не так это будет сильно заметно. В жизни на самом деле я очень вижу разницу. Так, теперь мы будем плести следующее колечко. Оно плетется по схеме 15 пико 15. Хорошенько затягиваем колечко, и вот у нас готово следующее кольцо. Теперь мы опять переворачиваем работу местами и будем плести дугу, которая у нас будет находиться посередине нашего мотива. Дуга у нас плетется по схеме 9 пико 9. После того, как вы закончили плетение дуги, мы начинаем плетение следующего колечка, но получается в зеркальном отражении. Мы плетем следующее кольцо по схеме 15 пико 15. Не забываем менять челноки местами и начинаем плетение. Итак, у меня готово следующее колечко. Вот так вот оно выглядит. Далее мы меняем челноки местами и продолжаем плетение уже следующей дуги. Плетем ее по схеме 15 узлов.
После того, как у вас будет готова дуга, мы должны отрезать нить именно от дуги, не перепутайте. Я оставляю небольшой кончик, чтобы мне было комфортно вплести его в работу. Меняю челноки местами и плету последнее колечко. Плетется оно у нас по схеме 11 пико 11. Но не забываем, что в процессе плетения колечка мы должны вплести также хвостик от дуги, который у нас остался. Тем самым мы его зафиксируем. Колечко затягиваем, и после этого мы должны будем еще дополнительно заправить наш хвостик. И вдеваю его на иглу. После этого я вшиваю и фиксирую хвостик в работу. Все, и на этом работа с мотивом у нас будет закончена. Смотрите, я сразу хочу вас предупредить, что всего таких мотивов нам понадобится 2 штуки, поэтому нам нужно сделать такой же второй. Итак, 2 мотива у меня готовы. Теперь мы перейдем к плетению 3-го мотива, из которого у нас будет состоять наша клубничка. Я решила плести его из вовсана, поэтому я возьму заранее приготовленный челнок. У меня здесь как раз осталась намотанная нить, на втором нить почти закончилась. И будем плести довольно простой мотив, всего лишь с использованием одного челнока. Для начала мы приступим к плетению первого колечка. Я уберу мотив в сторону, чтобы они нам не мешались. Первое колечко мы будем плести по схеме 4 пико 10 пико 5. Ну, естественно, в начале работы я буду прятать хвостики. Мотив у нас, кстати, сразу скажу, что он будет замкнутым, то есть мы его плетем в форме цветочка. Итак, посмотрите, первое колечко у меня готово. Теперь я буду плести следующее кольцо. При этом при плетении второго колечка, плести мы его, кстати, будем по схеме 5 пико 16 пико 5, мы должны будем выполнить соединение за предыдущее кольцо, которое мы только что сплели. Плетем первых 5 узлов, далее мы будем выполнять соединение за пико от предыдущего кольца. Вот здесь. Аккуратно выполняем соединение. Далее плетем 16 полных узелков. После этого небольшое соединительное пико и доплетаем еще 5 узлов. Вот посмотрите, что у нас получается. Далее мы плетем следующее кольцо 5 пико 10 пико 4. То есть мы плетем, по сути, такое же колечко, как и первое. Плетем в начале 5 узлов. Далее, после первых сплетенных 5 узелков, мы будем выполнять соединение за пико от предыдущего колечка. После этого мы плетем еще 10 полных узлов, делаем небольшое соединительное пико и доплетаем еще 4 узла. Далее мы начинаем плетение следующего колечка. Плести мы его будем по схеме 4 пико 8 пико 10. Снова при плетении нашего кольца, то есть после первых 4 узелков, мы должны будем выполнить соединение за пико от предыдущего колечка. Сплели 4 узла, выполнили соединение и далее плетем кольцо 8 пико 10. Итак, следующее колечко у нас также готово.
Теперь мы продолжаем плетение, и следующее колечко, которое мы будем плести, будет плестись по схеме 6 пико, 10 пико, 10 пико, 6. Смотрите, для начала мы сплетем первых 6 узелков. Кстати, смотрите, у меня заканчивается нить, я немножко не рассчитала. Это, кстати, к вопросу о том, как я рассчитываю нить. То есть, по сути, никак я не рассчитываю, просто отматываю всегда на глаз. Так, плетем в начале первых 6 узлов. Далее будем выполнять соединение за пико от предыдущего колечка. Смотрите, у вас колечко должно лечь либо сверху, либо снизу, в зависимости от того, с какой стороны вы плетете. Я, получается, перевернула сейчас работу изнанкой, и у меня идет наложение под предыдущее кольцо. Далее мы плетем по схеме 10 пико, 10 пико, 6. Итак, колечко мы затягиваем. И вот посмотрите, что у нас должно получиться. Далее я бы сплела, конечно, следующее кольцо, но мне этого не позволяет нить, которая у меня намотана на челноке, поэтому я сейчас буду дополнительно наматывать еще для плетения следующих 3 колец. Мне нужно будет намотать нитку. Итак, обычно я не показываю эти моменты, но в этот раз решила показать, может быть, кому-то будет полезным. Смотрите, я уже намотала новую нить на челнок, вот, пожалуйста. И теперь здесь делаю просто обычный узелок. Мне нужно связать 2 конца нити. Я вначале делаю один узел и потом сразу же второй, потому что иначе у меня это все дело будет убегать. Так, далее я его максимально затягиваю и стараюсь его придвинуть и вообще затянуть к самой-самой ножке нашего колечка. Вот, посмотрите, прям у меня у самой ножки он сейчас находится. Теперь мы продолжим плетение. Я должна выполнить следующее колечко. Плетется оно у меня по схеме 9 пико, 3 пико, 9. Оно у нас будет накладываться на наше предыдущее кольцо. И теперь, смотрите, я просто захватываю один из концов нити и вплетаю его в работу. Можно вплести сразу 2, если вам удобно. Я обычно вплетаю по одному, то есть в одно колечко один кончик, хвостик, в другое колечко второй хвостик. Мне так удобнее. Плетем, значит, в начале первых 9 узлов. Не забываем про хвостик наш. То есть все то же самое, что и в начале плетения мы делаем. Итак, я сплела первых 9 узлов, и теперь будем выполнять соединение за наше пико, которое у нас есть на предыдущем кольце. Оно у меня здесь немножко маленькое стало. Сейчас я его расправлю. Вот. Итак, аккуратненько укладываем. Далее плетем 3 узла полных, небольшое соединительное пико и заканчиваем плетение 9 узлами. Колечко можно будет затянуть. Так, еще один момент. Смотрите, если у вас идет наложение колечка вот с изнанки, когда вы плетете, то и следующее кольцо, которое мы сейчас сплели, мы должны укладывать тоже с этой же стороны. То есть у нас должно как бы накладываться вначале вот это колечко, потом это. Сейчас покажу вам поближе. Вот, посмотрите, вот здесь, именно в этом месте вначале мы уложили одно кольцо, потом второе. Вот смотрите, у меня остался здесь еще один хвостик, но я его не буду отрезать, потому что нам все равно придется оставлять один из хвостиков для того, чтобы расшить работу. Я решила себе особо не делать никаких проблем и просто оставить этот хвостик, им же я и буду расшивать. Так, далее продолжаем плетение. У нас следующее колечко плетется по схеме 6 пико, 10 пико, 10 пико, 6. Вначале мы плетем первых 6 узелков.
Готово. Теперь мы выполняем соединение с колечком, который у нас посерединке маленьким. Вот здесь вот за пико. Выполнили соединение. Далее продолжаем плетение 10 пико, 10 пико, 6. Кольцо затягиваем. Итак, колечко мы затянули. Вот что у нас получилось. Сейчас покажу поближе. Вот результат. И вот у нас лицевая сторона. То есть у нас некоторые колечки идут поверх предыдущих. Далее нам осталось плести всего лишь одно кольцо. Плестись оно у нас по схеме будет 10 пико, 8 пико, 4. И соединять мы его будем не только в предыдущее кольцо, но и в самое первое. Поэтому не забывайте это сделать. Так, немножко отдалю снова. Так, ну что же, давайте приступим к плетению. Плетем мы в начале первых 10 узлов. Сплели. Теперь будем выполнять соединение за пико от предыдущего колечка. Выполнили. Далее мы плетем 8 узлов. Так, сплели 8. И теперь мы должны подложить наш мотив, то есть первый наше колечко, для того, чтобы выполнить соединение. После этого мы доплетаем еще 4 узла полных. Посмотрите, как у вас должен выглядеть мотив. И вот сейчас я буду отрезать кончик нити и заправлять его в работу. Ну что же, мы подошли к самому интересному, и теперь мы приступим к сборке. Сборка у нас достаточно простая, но для этого нам понадобится два наших ранее сплетенных мотива. Берем один из них и начинаем сборку. Смотрите, у меня сейчас лицевой стороной лежит мотив. Не обращай внимания на ниточку, потому что ей я буду расшивать работу. Два мотива, которые у нас есть посередине, мы продеваем с изнанки на лицевую сторону сквозь боковые кольца большие. То есть вот раз, все просто, два. Далее мы заводим боковые кольца с изнанки на лицевую сторону и будем проходиться вот в этот промежуток, то есть вот в эти колечки, вот сюда. И выйдем мы с лицевой стороны на изнанку. То есть вот. Я чуть-чуть отогну колечко, чтобы вам было более видно, что я делаю. Итак, продели. Раз. То же самое выполняем с другой стороны. Боковое колечко заводим вот в это кольцо. Если мы перевернем с вами работу, то мы увидим, что у нас сзади вот такие вот два незафиксированных кольца. Далее мы будем собирать второй мотив. Тоже все довольно просто. Теперь мы вот эти колечки посередине в мотив немножко сжимаем. И будем проходиться сквозь колечки, которые у нас уже есть в работе. То есть кольцо в кольцо. Раз.
и 2. То же самое. Видите, плохо согнула колечко, и у меня оно, вот видите, не очень хорошо проходилось. Далее, пока у нас, конечно же, непонятно, что здесь такое наворочено, но далее мы продолжаем фиксировать наши кольца, и у нас остаются боковые 2 колечка, которые мы будем проходиться с изнанки на лицевую сторону сквозь вот эти колечки, то есть вот сюда и вот сюда. Это последнее, что мы делаем в сборке. Я рекомендую вам их также немножко согнуть, то есть сжать, чтобы они у вас были поуже. Так будет проще продеть их сквозь колечки. Итак, продеваем с одной стороны. То же самое делаем и с другой. Я чуть-чуть выверну работу, потому что мне не совсем удобно. Готово. То есть, в принципе, мы все сделали, но посмотрите, какая каша у нас получилась. Естественно, без фиксации колечек у нас не получится никакого рисунка. Поэтому для начала мы чуть расправляем кольца. Вот они должны лежать вот так, будут у нас друг на дружку. Чуть поджимаем работу, расправляем дуги по бокам, вот которые у нас здесь уложены. И если мы теперь присмотримся, то после того, как мы, конечно же, поджали немножко колечки, работа у нас выглядит более-менее достойно. Но, естественно, мы и так это все не оставим. Далее мы будем расшивать нашу клубничку. И для этого мы возьмем с вами разного диаметра бусины. Я изначально посмотрела, что у меня есть в моих запасах, и решила, что буду расшивать работу граненой бусиной красного цвета, это 6 мм. Далее я возьму несколько штук, точнее 4 штуки мне понадобится красного цвета. Далее мне понадобится еще вот такая красивая интересная бусина, которая с отверстием вдоль бусины, а не поперек. Итак, для начала нам нужно вытащить нашу ниточку. Ну вот она у меня сразу на месте. И, естественно, мы сразу же должны надеть иглу для того, чтобы заняться расшивкой. И теперь смотрите, мы сейчас оказались на изнанке. И здесь мы будем сразу фиксировать 2 колечка, которые у нас здесь есть. Вот посмотрите, за пико мы проходимся сразу же, прям никуда не вшивая. Просто первым делом проходимся за пико одного колечка, а также за пико второго. И уходим по серединке, вот здесь вот, вот в это место. На лицевую сторону переходим. Подтянули немножко и вышли на лицевой стороне. Для начала я хочу расшить серединку. В середине у меня будет большая бусина, это 6 мм, поэтому я сразу же сюда ее и вошью. Так как я вышла на месте, где как раз таки будет вшиваться бусина, то сразу же и вошью ее. Смотрите, я вшиваю, у меня здесь идет, помните, колечко внизу 9 пико 3 пико 9, и вот как раз таки между узелками, где у нас идет 3 узла, посерединке я буду вшивать бусину. Как только я вшила бусину, я немножко ее придавливаю рукой, чтобы она легла именно в колечко, вовнутрь. Ну вот, видите, сердцевинка у нас готова. И далее я возвращаюсь через бусину в обратную сторону. Естественно, я должна также, я немножко работу разверну, чтобы мне было удобней. И, естественно, работу я также дополнительно прихватываю. То есть вот там у нас есть место соединения, и там же я дополнительно прохожусь иглой, вот там посерединке, чтобы ниточку у меня впоследствии не было видно.
Подтягиваю работу, и теперь нам нужно вшить нижнюю бусину, которую я выбрала вот такой вот интересной формы. Но для того, чтобы это сделать, нам вначале нужно пройтись в основании самого колечка. Вот я сейчас уберу в сторону боковые кольца, чтобы нам было более видно. И вот здесь вот просто я аккуратно прохожусь. Но видите, у нас здесь есть расстояние небольшое. Я здесь не рассчитала, поэтому решила взять небольшую бусинку, тоже красного цвета, и вшить ее в серединку, чтобы изнанка у нас была также красивой. Вшиваю. Далее надеваю следующую бусину в виде капельки. И вшиваю ее в середину колечка. Отсчитываю с одной стороны 9 узлов и просто прохожусь. Я прохожусь через бусину назад, то есть сквозь нее, и при этом сразу же буду прихватывать 2 боковых колечка, которые у меня здесь есть, за пико. Но не забывайте, естественно, подтягивать работу. Смотрите, я вначале прихвачу одно, а далее также второе, оба за пико. И смотрите, я прохожусь сквозь кольца за пико, и у меня сразу же низ моей работы, он уже зафиксирован. Теперь я буду расшивать боковые части, то есть я буду проходиться вот в эти места. У нас здесь есть колечки, и в них я хочу также вшить бусины. Так как я прихватила уже одно из колец, я просто еще раз дополнительно прохожусь на изнанку через пико. Естественно, подтягиваю работу, чтобы у меня колечки никуда не убегали. И просто надеваю одну из бусинок. У меня опять это красного цвета. Вшивать я их буду в пико, которое у меня здесь есть. Вот одно пико. Прошлась сразу же в следующее верхнее колечко. И также вторую бусину с этой же стороны, тоже красного такого же цвета, тоже такой же диаметр, 4 миллиметра. И здесь также прохожусь в следующее пико, то есть мы просто прошиваем. Далее, чтобы работа у нас лежала ровно, мы должны пройтись в обратную сторону и сделать все те же манипуляции, но только уже с другой стороны. Итак, я прохожусь вначале в обратную сторону. Далее прячу нить в пико соединительный, который у нас здесь есть. Прямо аккуратненько это делаю, именно под колечками. И далее снова вшиваю одну бусину 4 миллиметров вот за это пико, чтобы не было заметно нашу нить. Раз. И теперь также вторую бусину тоже за пико. И выходим. Теперь нам осталось лишь пройтись в обратную сторону. Я работу переверну, чтобы было удобнее пришить. Вот посмотрите, в принципе у нас уже работа почти расшита. Осталось буквально чуть-чуть. Так, возвращаемся через бусины. Пока что я выхожусь просто под колечком снизу.
работу я подтянула, она у меня лежит ровно. Далее я просто переворачиваю работу и здесь аккуратно вшиваю в узелки. На этом работа у нас будет окончена. Но смотрите, у нас сверху, если вы заметили, остались интересные пико, которые у нас никак не задействованы в работе. Я решила взять вот дополнительно еще вот такие зеленые нитки и сплести листочки сверху, вот здесь. Поэтому мне понадобится челнок с намотанной нитью. У меня здесь, кстати, нитки намотаны немного. Нам нужно будет сплести всего лишь 4 листика. И теперь мы будем с вами плести четырехлистник, который будет соединяться у нас за пико, который у нас есть на нашей основе. Итак, первое колечко мы плетем по схеме 5 пико, 8 пико, 8 пико, 5. При этом не забываем, что нам нужно вначале заправить хвостик нити в плетение, чтобы у нас ничего не расплеталось. Так, вначале мы плетем 5 узлов, делаем небольшое соединительное пико, далее 8 полных узелков, и после этого уже будем выполнять соединение. Так, сплели. Теперь подкладываем нашу основу. Смотрите, как я ее подкладываю, потому что укладывать я ее буду лицевой стороной. Пико, который у меня есть сбоку, вот здесь. Сейчас покажу поближе. Место соединения. Проходимся в пико, выполняем соединение. И плетем дальше еще 8 узлов полных, небольшое соединительное пико и 5. После этого колечко можно будет затянуть. Затянули колечко, и теперь плетем следующее кольцо, которое плетется по схеме 5 пико, 4 пико, 4 пико, 5. Схема достаточно простая. И теперь после первых сплетенных 5 узелков мы будем выполнять соединение за пико от предыдущего кольца. Так, я сплела 5 полных узлов и теперь буду выполнять соединение. Теперь нам нужно сплести 4 узла. Четыре узелка и присоединяемся за вот это вот пико, который у нас находится на лицевой стороне. Заднюю длинную дугу мы пока что не трогаем. Еще надо ее правильно подцепить. Так, выполняем соединение. Вот такая вот аппетитная клубничка у нас получается. Далее доплетаем колечко до конца, это еще 4 пико 5. Колечко у нас маленькое, поэтому будьте аккуратны. В принципе, если мы сплетем сейчас последнее третье колечко, то можно на работу на этом закончить. Но так как у меня все-таки сзади есть дополнительный пико, я решила все-таки соединить два мотива и сделать его замкнутым. Далее, следующее колечко у нас плетется по схеме 5 пико, 8 пико, 8 пико, 5. Начинаем плетение с первых 5 узлов. Сплели. Далее выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. После этого плетем 8 узлов.
Сплели 8 узлов, и теперь будем выполнять соединение за пико. Вот последнее боковое, которое у нас здесь есть. Далее доплетаем колечко до конца, это еще 8, пико 5. Кольцо можно будет после этого затянуть. Далее нам осталось плести последнее колечко, которое будет соединяться как с последним, так и с первым. Плетем его по схеме очень простой: 5 пико, 4 пико, 4 пико 5. Не забываем, что все пико у нас будут соединительными. Плетем в начале первых 5 узелков. Соединяемся за предыдущее колечко. Здесь у нас есть пико. Далее плетем 4 узла. Теперь мы должны соединиться с задней дугой, вот, который у нас здесь есть. Здесь есть тоже дополнительное пико. Его мы подкладываем к работе и выполняем соединение. Плетем далее еще 4 узла. Теперь нужно очень изловчиться и соединить его с первым колечком. И аккуратно проходимся за первое колечко. Здесь у нас осталось последнее пико. И доплетаем еще 5 узелков полных. Итак, верхушка у нас получается чуть вогнутой, видите? Но это даже к лучшему, потому что, если что, мы можем внутрь вставить бусину. Я этого делать не буду, я оставлю так. Мне нравится вот именно воздушность сверху. Я просто сейчас оставлю довольно длинный кончик нити и хочу спрятать хвостик. Я решила из своей работы сделать брошь, но, к сожалению, у меня сейчас нет подходящей застежки. Я возьму вот похожую, но поменьше, потому что если я вот сейчас вот так вот пришью вот это все дело, даже скрыв дополнительными мотивами, у меня все равно будет, как видите, вот с обратной стороны просвечивать. То есть мне просто нужно поменьше булавку найти. Ну что же, вот так вот выглядит моя работа. Пока что оставлю ее без застежки. Что делать? К сожалению, хотела показать вам, как это делается, но в принципе в своих предыдущих мастер-классах я уже говорила и рассказывала, как я это делаю. Просто вначале пришиваю само крепление, как мне нужно, притягиваю его, а потом дополнительно закрываю еще каким-нибудь мотивом. Мотив я плету обычно одним челноком. Ну, то есть, если вы смотрели мои предыдущие мастер-классы, то вы знаете, как я это обычно делаю. Так что ничего нового я вам здесь не покажу. Ну что, вот такая вот брошечка получилась. Очень сочная, свежая. Кстати, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сплела какие-нибудь еще ягодные броши. Все-таки на носу лето и хочется что-то такого летнего и яркого. Ну что же, мой мастер-класс подошел к концу. Я хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр, за то, что ставите мне лайки, проявляете любую активность под моими видео. Я также благодарна людям, которые делают репосты и пишут мне комментарии. А на сегодня я хотела бы попрощаться с вами. До новых встреч. Увидимся с вами в новых мастер-классах. Пока-пока!